15 книг миллиардеров, которые помогут создать прибыльный бизнес. Билл Гейтс и Уоррен Баффет, Майкл Блумберг и Дональд Трамп, Опра Уинфри и Ричард Брэнсон. Всех этих миллиардеров объединяет то, что они делятся своей бизнес-мудростью в книгах, из которых можно узнать, как создавались крупнейшие компании мира, прочитать об их историях успеха и многолетнем опыте в бизнесе. Первый, о ком хочу рассказать, это Ричард Брэнсон. Ричард Брэнсон – британский предприниматель, основатель компании Virgin Group, включающий около 400 компаний различного профиля. 11 июля 2021 года Брэнсон в возрасте 70 лет слетал к нижней границе космоса в рамках испытательного полета корабля своей компании Virgin Galactic. В рейтинге Forbes 2021 он находится на 589 строчке. Его состояние на этот год оценивается в $4,8 миллиардов. В 2020 году он потерял 600 миллионов, но в 2021 году нарастил $1,4 миллиарда. Кстати, в 2022 году он заработал еще 500 миллионов, и теперь он имеет $5,3 миллиарда США. Одна из книг Ричарда Брэнсона представлена на канале «Аудиокниги-подкасты». В русском переводе она звучит как «К черту все, берись и делай». Ссылка вверху этого видео. Еще одна книга Ричарда Брэнсона в русском переводе звучит как «Мои правила, слушай, учись, смейся и будь лидером». Оригинал названия «The Virgin Way – How to Listen, Learn, Love and Lead». Путь Virgin – как слушать, узнавать, смеяться и руководить. Можно еще так перевести, зная тип мышления Брэнсона. Путь Virgin – как слушать, узнавать, смешить и оставаться лидером. Ричард Брэнсон признается, что за свою жизнь не прочел ни одной книги о лидерстве, но сам написал их уже с десяток. Каждая основана на личном 50-летнем бизнес-опыте, опыте основателя Virgin Group. В книге «Мои правила, слушай, учись, смейся и будь лидером» Брэнсон с присущей ему откровенностью и юмором рассказывает о своих принципах и правилах жизни, которые позволили проблемному подростку, в 16 лет бросившему школу, основать сотни успешных компаний. В книге Ричард Брэнсон также много уделяет внимания тому, как важно прислушиваться к мнениям со стороны и правильно выбирать сотрудников. Помимо истории успеха, он подробно рассказывает о том, как провалился с попыткой запустить Virgin Cola в 90-х годах. Следующий бизнесмен-миллиардер – Говард Шульц. Он написал книгу «Полный вперед», как Говард Шульц вернул Starbucks душу. Onward – How Starbucks fought for its life without losing its soul. Я переведу название книги так: «Вперед! Как Starbucks боролся за свою жизнь, не теряя души». Говард Шульц – американский бизнесмен. До 2018 года был председателем совета директоров и CEO Starbucks, генеральным директором. В рейтинге Forbes 2021 года Шульц занимает 574-ю позицию. Его состояние на 2021 год оценивается в $4,9 миллиардов. В 2020 году он потерял 500 миллионов, но в 2021 году нарастил $1,9 миллиардов. В 2022 году его капитал несколько снизился до $4,1 миллиарда, то есть меньше чем за полгода он потерял 800 миллионов. Я думаю, это не страшно для него. Впереди еще 8 месяцев, чтобы получить прибыль. Говард Шульц ушел с поста генерального директора Starbucks в 2000 году, но вернулся в 2008, в момент, когда компания переживала тяжелый финансовый кризис. В книге Onward – How Starbucks fought for its life without losing its soul Шульц делится секретами того, как ему удалось вернуть кофейного гиганта к жизни. Бизнесмен откровенно рассказывает о стратегиях эффективного менеджмента и о том, что для достижения успеха
ему пришлось пойти на радикальный шаг – закрыть более 7000 точек Starbucks в США. Эта мера была необходима, чтобы помочь сети расти, не пренебрегая основными ценностями. Говард Шульц убедительно демонстрирует, что построение социально ответственного бизнеса – это не только обязанность перед обществом любого предпринимателя и топ-менеджера, но и необходимые условия прибыльной работы. Это книга для тех, кто хочет научиться не поддаваться панике и принимать стратегически верные решения в критической ситуации. А вообще, для менеджеров совершенно различного уровня. Третий автор – Стивен Шварцман. К рекомендации представляю его книгу «Что нужно? Уроки в погоне за совершенством». What it takes – Lessons in the pursuit of excellence. Мой перевод – Вот что нужно. Уроки в стремлении к совершенству. Стивен Шварцман – американский бизнесмен и инвестор, руководитель инвестиционной компании Blackstone Group, состоит в попечительском совете Нью-Йоркской публичной библиотеки. Стивен Шварцман – номер 79 в рейтинге Forbes 2021 года. Его состояние на 2021 год – $21,9 миллиардов. В отличие от многих других бизнесменов, он с каждым годом все больше и больше наращивает свое состояние. В 2020-м его капитал увеличился на $2,2 миллиарда, а в 2021 году – на $6,5 миллиардов. В 2022 году он имеет уже 36,6 миллиардов долларов, как температура здорового человека. Так, в этом году у него уже на 14,7 миллиардов больше прошлогоднего показателя, хотя год не так давно начался. В книге What it takes – Lessons in the pursuit of excellence Стивен Шварцман рассказывает историю создания инвестиционной компании Blackstone, которая по состоянию на январь 2019 года управляла активами более чем на $500 миллиардов. При этом стартовый капитал Шварцмана составлял $400 тысяч. Простая мантра Шварцмана «не теряй деньги» помогла Blackstone стать лидером инвестирования в частные капиталы и недвижимость, а также управлять альтернативными активами для институциональных инвесторов по всему миру. В мемуарах бизнесмен вспоминает самые яркие сделки, делится принципами инвестирования, рассуждает о лидерстве, феномене предпринимательства и благотворительности, в которой сам активно участвует. Стивен Шварцман делится впечатляющими эпизодами из своей жизни, чтобы показать читателям, как создавать, преобразовывать и руководить процветающими организациями. Причем независимо от того, являетесь ли вы студентом, предпринимателем, филантропом, руководителем или просто тем, кто ищет способы максимизировать свой потенциал, применимы одни и те же уроки, считает Шварцман. Четвертая книга от автора-миллиардера «Как побеждать в спорте» под названием «Бизнес». Ее написал Марк Кьюбан. На английском языке название значится как «How to win at the sport of business. If I can do it, you can do it. Diversion Publishing». «Как побеждать в спорте бизнеса. Если я могу это сделать, вы можете это сделать». Публикация «Диверсий». Марк Кьюбан – американский предприниматель, основатель Broadcast.com, владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации Dallas Mavericks, владелец Landmark Theatres, председатель AXS TV. Господин Кьюбан в рейтинге Forbes 21 занимает 655 место. Его состояние на 2021 год оценивается в $4,4 миллиарда. Как и Стивен Шварцман, он с каждым годом наращивает свое состояние, но вот в рейтинге понижается, что говорит об увеличении количества доходов богатых людей. В 2020 году прирост его капитала составил 200 миллионов, а в 2021 году $100 миллионов. В 2022 году у него уже на 300 миллионов больше, всего $4,7 миллиардов.
Книга Марка Кьюбана «Как побеждать в спорте» под названием «Бизнес» состоит из лучших бизнес-идей, которые бизнесмен опубликовывал в личном блоге. Помимо прекрасных советов, книга содержит и откровенные байки о том, как в 20 лет он устраивал бурные тусовки с друзьями, и описание трансформации из трудного бедного подростка во владельца успешной компании, от продажи сухого молока и сна на диванах друзей до миллиардера, вошедшего в рейтинг Forbes. Его нетрадиционные, но очень эффективные идеи о том, как построить успешный бизнес, дают предпринимателям на любом этапе их карьеры огромное преимущество перед конкурентами. Фактически, его книга – каталог инсайдерских знаний о том, что нужно, чтобы стать процветающим предпринимателем. Hi, I'm Mark Cuban, and this is everything I do in a day. «Как побеждать в спорте» под названием «Бизнес» – книга без воды, короткие главы и попадание точно в цель. Пятый герой сегодняшнего мультимедийного подкаста – Уоррен Баффет. Его книга «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями» стала мировым бестселлером. Вообще она называется «The Essays of Warren Buffett – Lessons for Corporate America». Эссе Уоррена Баффета «Уроки для корпоративной Америки». Уоррен Баффет – американский предприниматель, инвестор, один из крупнейших благотворителей в истории человечества. В июне 2010 года объявил о безвозмездной передаче около 37 миллиардов долларов 5 благотворительным фондам. Известен под прозвищами «Провидец», «Волшебник из Омахи», «Оракул из Омахи». Уоррен Баффет номер 6 в рейтинге Forbes 2021 года. На этот год его состояние составляло 96 миллиардов долларов. В 2020 году он потерял 15 миллиардов долларов, зато в 2021 году стал богаче на 28,5 миллиардов, а в 2022 году еще на 29,6 миллиардов долларов. Сейчас он имеет уже 125,6 миллиардов. Forbes пишет про него: Warren Buffett is one of the most successful investors of all time. Уоррен Баффет – один из самых успешных инвесторов всех времен. Сейчас ему 91 год. Он до сих пор является председателем совета директоров и генеральным директором холдинговой компании Berkshire Hathaway. Его книга «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями» представляет собой сборник выдержек из ежегодных посланий бизнесмена инвесторам и акционерам Berkshire Hathaway. В каждом из писем ответ на важный бизнес-вопрос, с которым неизбежно сталкиваются предприниматели, строящие глобальный бизнес. Баффет дает четкие практические рекомендации в разных сферах инвестиций. От того, как выбрать компанию и оценить ее успехи, до особенностей налогообложения инвестора. У миллиардера собственная многосоставная философия, которую он доступным языком описывает в книге, ссылаясь на личный опыт. Следующая книга от Билла Гейтса. Она называется «Бизнес со скоростью мысли». Оригинальное название «Business – the speed of thought». Бизнес – скорость мысли. Билл Гейтс, его полное имя Уильям Генри Гейтс III, американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании. После ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, генеральным директором Cascade Investment, членом совета директоров Berkshire Hathaway, где председателем совета директоров и CEO является Уоррен Баффет. С 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 был самым богатым человеком планеты.
Билл Гейтс номер 4 в рейтинге Forbes 2021. Состояние на тот момент – $96,5 миллиарда. Билл Гейтс также наращивает свое состояние из года в год. В 2020 году он стал богаче на $2,5 миллиарда, в 2021 году на 26 миллиардов, а в 2022 уже на $10,1 миллиардов. Сейчас он имеет $134,1 миллиард. В своей книге Гейтс рассказывает не о секретах правильной работы с людьми или прокачке лидерских качеств, а рассуждает о неразрывной связи между бизнесом и технологиями и объясняет, как цифровая инфраструктура и информационные сети могут помочь кому-то получить преимущество в конкурентной борьбе. Гейтс утверждает, что киберпространство и промышленность больше не могут быть отдельными единицами, и что бизнес должен измениться, чтобы преуспеть в информационную эпоху. Эта книга адресована тем предпринимателям или владельцам бизнеса, которые не хотят останавливаться на достигнутом, а предпочитают использовать новые технологии для бизнеса, чтобы перевести его в автоматический режим для непрерывной работы без лишних усилий. Опираясь на примеры из истории Microsoft и General Motors, Гейтс отмечает, как компании могут использовать технологии, чтобы улучшить бизнес. Несмотря на то, что книга была впервые опубликована еще в 1999 году, идеи Гейтса до сих пор точны и актуальны. Еще один гость этого мультимедийного подкаста – Майкл Блумберг. Он написал книгу «Блумберг о Блумберг» (Bloomberg by Bloomberg). Майкл Блумберг – американский бизнесмен, политик и филантроп, мэр Нью-Йорка с 2002 по 2013 год, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg. В 2020 году баллотировался в президенты США, но в итоге снял свою кандидатуру и поддержал Джо Байдена. I'm here because I want to say thank you. Майкл Блумберг номер 20 в рейтинге Forbes 2021. Тогда его состояние составляло $59 миллиардов. В 2020 году он потерял $7,5 миллиарда. В 2021 нарастил 11 миллиардов. В 2022 году заработал еще 23 миллиарда и сейчас имеет $82 миллиарда. Автобиография «Bloomberg by Bloomberg» была опубликована в 1997 году, за 5 лет до того, как он стал мэром Нью-Йорка. В этой книге он рассказывает, как построил свою медиа-империю и описывает ключевые моменты карьеры. В частности, как добился успеха в инвестбанке Salomon Brothers, а затем пережил болезненное увольнение и использовал часть выходного пособия для создания компании, которая теперь известна всему миру под персональным брендом Bloomberg LP. Business Week писал о его книге так: «Классическая история о проворном, ориентированном на клиента предприимчивом Давиде, перехитрившем бюрократических, окостеневших корпоративных голиафов». Напоминаю, мы говорим о 15 книгах миллиардеров, которые помогут создать прибыльный бизнес. Далее расскажу о книге Питера Тиля и Блейка Мастерса «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее». Zero to One Notes on Startups or How to Build the Future. От нуля к единице. Заметки о стартапах или как построить будущее. В этой книге в соавторство Тиль включил своего бывшего студента, который учился в Стэнфордском университете. Там весной 2012 года Тиль преподавал CS-183 «Стартап». Заметки к курсу Тиля, сделанные студентом Блейком Мастерсом, собственно и привели к появлению этой книги. В знак благодарности в 2022 году Тиль поддержал кампанию Мастерса на выборах в Сенат Соединенных Штатов в Аризоне и потратил на его поддержку более $10 миллионов. My name is Blake Masters. I'm running to represent Arizona in the United States Senate. Питер Тиль – американский бизнесмен немецкого происхождения, венчурный инвестор и управляющий хедж-фондами, сооснователь платежной системы PayPal.
В 2021 году в рейтинге Forbes Питер Тиль находился на 574-й строчке. Его состояние того года составляло 4,9 миллиардов долларов. В 2020 году он потерял 200 миллионов долларов, но за 2021 год приумножил свое состояние на 2,6 миллиардов долларов. В этом году он уже заработал дополнительно 300 миллионов. Так его состояние оценивается в 5,2 миллиарда долларов. В основу книги соучредителя PayPal и аналитической компании Palantir легла противоречивая идея, которую сам автор формулирует как «конкуренция для проигравших». По его мнению, предприниматели должны стремиться к созданию монополий. A world of perfect competition is a world where all the profits are competed away. If you want to compete like crazy, then you should just open a restaurant in Chicago. Тиль подчеркивает, что настоящему бизнесмену важно создать нечто новое и завоевать рынок, а не просто присоединяться к тому, что уже существует. Многие не соглашаются с философией Тиля, но он не претендует на абсолютную истину, а лишь делится собственным опытом, который привел его к созданию миллиардного состояния. Илон Маск, генеральный директор SpaceX и Tesla, сказал о книге так: Питер Тиль создал несколько прорывных компаний и от нуля к единице показывает как. 9-я книга этого мультимедийного подкаста «Зовите меня Тед», «Call me Ted». Ее написал Тед Тернер. Книга, по сути, является его автобиографией. Тед Тернер – американский бизнесмен, основатель круглосуточного новостного канала Cable News Network, CNN, продюсер, филантроп, бывший муж актрисы Джейн Фонды. В 2021 году Forbes присвоил Теду Тернеру 1362 место в рейтинге с оценкой состояния в 2,3 миллиарда долларов. В 2020 году он потерял 100 миллионов, а в 2021 году увеличил состояние на 200 миллионов. В этом 2022 году его состояние не изменилось относительно 2021 года – 2,3 миллиарда долларов. Учитывая, что господин Роберт Эдвард Тернер III – это его полное имя, знатный благотворитель, вероятно, он и не стремится к большему капиталу. В своей автобиографии бизнесмен описывает путь от отчисления из Брауновского университета до управления рекламной фирмой отца после его самоубийства и раскрывает секреты того, как ему удалось превратить небольшую новостную станцию в медиа-империю. Миллиардер не обходит стороной и личную историю, рассказывая об отношениях с отцом и актрисой Джейн Фонда. Благодаря этой откровенности читатель лучше понимает характер автора, соотнося его бизнес-успехи с личными особенностями. Рано ложиться, рано вставать, работать как черт и рекламировать, как учил его отец. В книге и мнение Теда о том, как мы можем спасти мир, и факты о том, как он чуть не погиб в парусной гонке Fastnet 1979 года, но вышел победителем, и удивительные подробности о его отношениях с Фиделем Кастро, Михаилом Горбачевым, Джимми Картером, Биллом Гейтсом, Джеком Уэлчем, Уорреном Баффетом и многими другими влиятельными людьми. Еще одна книга, которая представлена к рекомендации «Думай как чемпион. Откровения магната о жизни и бизнесе» Дональда Трампа. Think like a champion. An informal education in business and life. Думай как чемпион. Неформальное образование в бизнесе и жизни. Дональд Трамп – американский государственный и политический деятель, предприниматель, главным образом в сфере недвижимости, шоумен и телеведущий до 2017 года. 45-й президент США с 20 января 2017 года до 20 января 2021 года. В 2021 году в рейтинге Forbes он был представлен на 1299-й позиции. Его состояние было равно 2,4 миллиарда долларов. В 2020 году он потерял 1 миллиард. В 2021 году его состояние увеличилось на 300 миллионов. В 2022 году он дополнительно заработал уже 100 миллионов, и его капитал составляет 2,5 миллиарда долларов.
Кто может дать совет начинающим лидерам лучше, чем Дональд Трамп? My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. Самый известный предприниматель Америки. Сборник очерков экс-президента США о персональном и профессиональном успехе сочетает в себе примеры из личного опыта и вдохновляющие советы, применимые в разных сферах. Дональд Трамп написал множество коротких статей, резюмирующих его исключительно успешные принципы о том, как жить хорошей жизнью в личном и профессиональном плане. Они были лично отобраны Трампом для этой книги, отражая его особый взгляд на то, что равнозначно неформальному образованию в успехе в бизнесе и жизни. Без ложной скромности Трамп провозглашает себя великим человеком и призывает читателей петь себе дифирамбы, если чувствуешь, что этого заслуживаешь. Это из разряда «сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Но книга интересная. 11-я книга этого обзора «Сорос о Соросе. Опережая перемены». Автор Джордж Сорос совместно с Байрон Виен и Кристиной Коэнен. На английском книга называется «Soros on Soros. Staying ahead of the curve». «Сорос о Соросе. Оставаться на шаг впереди». Джордж Сорос – американский трейдер, финансист, инвестор, филантроп, создатель сети организаций, известных как Фонд Сороса, член исполнительного комитета International Crisis Group. Джордж Сорос – номер 288 в рейтинге Forbes 2021. Его состояние на тот год – $8,6 миллиардов. В 2020 году его капитал был неизменным относительно 2019 года. В 2021 году он стал богаче на $300 миллионов. В этом году, опять же, его капитал остается неизменным относительно прошлого года и составляет $8,6 миллиардов. Джорджу Соросу 91 год, и ему есть чем поделиться. Он пережил Холокост и, несмотря на дискриминацию по национальному признаку, стал одним из самых ярких инвесторов в мире. О своей карьере он пишет в автобиографической книге «Сорос о Соросе», которая представлена в формате 2 подробных интервью, где Байрон Вин, управляющий директор Морган Стэнли, и немецкая журналистка Кристина Коэнен задают вопросы Соросу. В них Сорос делится историями из личного опыта, а также рассуждает об устройстве мировой финансовой системы и политики. Миллиардер честно говорит об успехах и неудачах на посту председателя правления фонда Сороса и не стесняется высказывать принесшие ему глобальную узнаваемость спорные суждения. На веб-сайте Уайли написано, что книга обязательна к прочтению всем, кто интересуется мировыми финансами и международной политикой. Она дает представление о том, что делает одного из величайших финансовых волшебников этого или любого другого века. Алекс Бэрроу, пишущий для веб-сайта MacroOps Financial, отметил, что величайшее понимание Соросом его инвестиционной стратегии заключается в том, что у него нет определенного стиля инвестирования, или точнее, он меняет свой стиль, чтобы соответствовать условиям определенного рынка и эпохи. Переходим к Майклу Деллу и его книге «От Dell без посредников. Стратегии, которые совершили революцию в компьютерной индустрии». Direct from Dell. Strategies that revolutionized an industry. Напрямую от Dell. Стратегии, которые произвели революцию в отрасли. Майкл Делл – американский предприниматель, основатель и руководитель компании Dell, одной из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Майкл Делл номер 30 в рейтинге Forbes 2021. Его состояние на тот момент оценивается в $45,1 миллиард. В 2020 году Майкл Делл потерял $11,4 миллиарда. Зато в 2021 году он стал богаче на $22,2 миллиарда. На данный момент его капитал составляет $56,3 миллиарда, что относительно прошлого года уже больше на $11,2 миллиарда.
В книге Делл делится теорией, которая легла в основу его стиля управления, жесткого, но эффективного. Он делится мнением, например, по поводу того, почему начинающей компании лучше иметь маленький капитал, чем большой, или почему сотрудники представляют большую опасность для компании, чем конкуренты, и как можно использовать слабости конкурирующей компании для развития своих достоинств. Эта книга содержит ценную информацию для любого бизнес-лидера. Его стратегии покажут вам эффективные способы развития вашего бизнеса и помогут сэкономить время на дорогостоящих ошибках, следуя прямой модели успеха Майкла Делла. Следующий автор – Опра Уинфри. Здесь представлена ее книга «То, что я знаю наверняка» – What I Know For Sure. Опра Уинфри – американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель и единственный афроамериканский миллиардер США. Опра Уинфри в рейтинге Forbes 2021 года находится на строчке 1174. Ее состояние на 2021 год оценивалось в 2,7 миллиардов долларов. В 2020 году относительно 2019 ее капитал никак не изменился, а вот в 2021 ее прибыль составила 200 миллионов долларов. В 2022 году состояние Опры несколько понизилось на 100 миллионов и составляет 2,6 миллиарда долларов. Но, как говорится, еще не вечер, и она по-прежнему популярна, причем не только среди американцев. Мало кто понимает, что такое страсть к любимому делу и самоотверженность лучше, чем Опра Уинфри. То, что я знаю наверняка, сборник колонок в журнале Опра, The Oprah Magazine, где она учит читателей радоваться мелочам, быть благодарными и сильными, опираясь на примеры из своей жизни и цитируя сценарии. Эта книга обязательна к прочтению. Она побуждает читателя к размышлениям и переоценке своего существования. А вот наш с вами 14-й гость – Ральф Лорен и его книга «Ральф Лорен». Ральф Лорен – американский модельер, дизайнер и предприниматель, кавалер Ордена Почетного Легиона, основатель компании Ralph Lauren Corporation, флагманом которого является модный бренд Пола Ральф Лорен. Ральф Лорен – номер 358 в рейтинге Forbes 2021. Его состояние на 2021 год – 7,1 миллиардов долларов. В 2020 году он потерял 1,2 миллиарда. В 2021 году нарастил капитал на 1,4 миллиарда. В 2022 году, относительно прошлого года, его состояние не изменилось, все так же 7,1 миллиардов долларов. Книга Ральф Лорен – это автобиографические мемуары. Ее характеризуют как визуально ошеломляющую. Она насыщена шикарными иллюстрациями его моделей и его жизни. В книге дизайнер впервые откровенно рассказывает о себе и своем искусстве. В первой части читатель знакомится с дизайнером по невиданным ранее фотографиям его частной жизни и его семьей. Здесь автор рассказывает не только о своей жизни, но и работе и вдохновении. Во второй части Лорен показывает и пишет о своих самых важных, самых знаковых и самых любимых работах, отобранных из сотен показов на подиумах, коллекций и его фирменных кинематографических рекламных кампаний. Здесь представлены фотографии от лучших фотографов моды. И номер 15 этого обзора – Чарльз Шваб с книгой «Новое руководство по достижению финансовой независимости. Простые решения для занятых людей». New Guide to Financial Independence – Practical Solution for Busy People. Чарльз Шваб, американский инвестор и финансист, является основателем и председателем корпорации Чарльз Шваб, ввел в оборот дисконтные продажи акций в 1975 году. Его компания стала крупнейшим дилером дисконтных ценных бумаг в США. В 2008 году ушел с поста генерального директора, но остается председателем совета директоров и является крупнейшим акционером. Чарльз Шваб в рейтинге Forbes 2021 занимает 210 место. Его состояние по оценке 2021 года – 10,6 миллиардов долларов. В 2020 году Шваб потерял 1,6
6 миллиардов, но в 2021, как и многие, заработал. Прирост его капитала составил 3,9 миллиардов долларов. Сейчас уже его состояние оценивается в 13,3 миллиардов долларов. Чарльз Шваб убежден, что любой человек может стать мудрым инвестором. По его мнению, для этого достаточно изучить основы финансовой грамотности и суметь применить их в стратегии инвестирования. Новое руководство по финансовой независимости – это пересмотренное издание книги, опубликованной в 2007 году. В ней Шваб популярно рассказывает о том, что такое инвестиционный бизнес, учит читателей ставить правильные цели, контролировать результаты и планировать выход на пенсию. Советы применимы практически для всех, но особенно полезной книга будет начинающим инвесторам. Шваб разбивает сложные концепции на простые части, что помогает быстрее разобраться в инвестиционных теориях. Главная тема в том, что когда дело доходит до инвестиций, худшее, что можно сделать, это не делать ничего. Напишите в комментариях, какая книга вас заинтересовала больше. Та, которая наберет большее количество голосов, выйдет на этом канале в формате мультимедийной, а также обычной аудиокниги.